Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале, посвященном географии, и продолжаем изучение общего землеведения. Мы с вами уже вспомнили, что такое географическая оболочка, познакомились с некоторыми ее особенностями, освежили в памяти круговорот вещества внутри географической оболочки и приступаем ко второй главе. Космические и общепланетарные воздействия на географическую оболочку. Подтема сегодня звучит так. Космические воздействия на географическую оболочку. Ну и давайте с вами начнем изучение материала. В ясную ночь на небе светится огромное число звезд. Вместе с газово-пылевыми туманностями они образуют множество галактик Вселенной. Одна из них, наша галактика, вдоль ее главной плоскости неяркой светящейся полосой тянется Млечный Путь. Область высокой концентрации звезд и межзвездного вещества. По современным представлениям, наша галактика является сплюснутой системой. Большой круг, по которому она пересекается с небесной сферой, совпадает со средней линией Млечного Пути. На удалении 25 парсек к северу от плоскости галактики находится Солнце. Установлено, что оно отстоит от центра галактики на 10 тысяч парсек. На границах галактики насчитывается более 100 миллиардов звезд. В их распределении обнаружено две тенденции. Во-первых, большая часть звезд концентрируется к галактической плоскости. Во-вторых, они тяготеют к центру галактики. Всю толщу галактики пронизывают космические лучи, содержащие известные элементарные частицы. Поток частиц высоких энергий направляется к Земле почти со световой скоростью, но и в этом случае они достигают ее только через несколько миллиардов лет. Огромный объем пространства нашей галактики находится в постоянном вращении. Особенности вращения укладываются в следующие 4 положения. Во-первых, вращение происходит по часовой стрелке, если смотреть на галактику со стороны ее северного полюса. Во-вторых, угловая скорость вращения бывает от центра галактики медленнее известных законов Кеплера. В-третьих, линейная скорость вращения непостоянна. И в-четвертых, Солнце и ближайшие к нему звезды совершают полный оборот вокруг центра галактики за 200 миллионов лет. Этот срок принято считать галактическим годом. Происхождение галактики, а вместе с ней и Солнечной системы, остается до сих пор неразгаданной тайной природы. При решении этой проблемы пользуются двумя основными подходами. Первый подход теоретический. Опираясь на физические законы, определяют условия, которые должны были существовать в прошлом, чтобы небесное тело приобрело современные свойства. А второй экспериментальный. Сравнивая физико-химические характеристики небесных тел, находящихся на разных стадиях развития, устанавливают, в какой последовательности эти стадии сменяли друг друга. В настоящее время считается, что наша галактика образовалась из газового облака, состоящего из водорода. Столкновение газового вещества приводило к потере скорости и переходу кинетической энергии в тепловую. При этом менялись форма и размеры газового облака, которое при быстром вращении приобретало форму сплюснутого диска. На начальной стадии эволюции галактики и межзвездной газопылевой среды образовались первые звезды. Как показывают наблюдения, они появлялись и в более позднее время. Сейчас установлено, что возраст старых звезд равен 10 в 10 степени, а молодых звезд 10 в 6 степени лет. Согласно современным представлениям, гравитационные изменения в одном из газово-пылевых облаков нашей галактики привели 4,6 миллиарда лет назад к образованию Солнечной системы. Механизм этого явления видится многим ученым в такой последовательности. В результате уплотнения вещество до солнечного облака разогревалось и постепенно достигло настолько высоких температур, что в нем начались гигантские ядерные взрывы. Их итогом стало образование Солнца. А накопление в межзвездных пылинах с последующим увеличением и накоплением газа привело к возникновению планет и многих их спутников. Вращается вокруг Солнца 9 крупных планет.
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. На сегодняшний день на большей части территории Земли Плутон планетой не считается. Где-то сталкивался с информацией о том, что Плутон прибился к Солнечной системе откуда-то извне. Потому что у него и орбита наклонена под другим углом, и еще какие-то там есть различия, да, и Плутон достаточно маленький, чтобы считаться, видимо, планетой. Но, опять же, вспоминаем, сколько ученых, столько может быть и мнений. Итак, на 90-й год у нас 9 планет, с 42 их спутниками вместе с астероидами, кометами и межпланетным веществом образуют Солнечную систему. Рисунок 5. Свыше 99,9% массы ее вещества приходится на Солнце, и только 0,1% на все остальные ее элементы. Планеты Солнечной системы по размерам, географическим показателям и химическому составу разделяются на две группы: планеты типа Земля и планеты типа Юпитер. Мы называли их просто планеты земной группы и газовые гиганты. В первую, наиболее близкую к Солнцу земную группу входят Меркурий, Венера, Земля, Марс. Расстояние Земли, ставшее эталоном планет первой группы до Солнца, составляет 149,6 миллиона километров. Но оно, напоминаю, меняется, непостоянное. А небольшие по размерам, они обладают высокой плотностью вещества от 4 до 5,5 грамм на сантиметр кубический. По современным данным космохимии, недра этих планет захвачены глубокой химической дифференциацией, выражающейся в существовании обволакивающих друг друга концентрических оболочек. Войткович и Бессонов в строении планет земной группы выделяют 4 главные оболочки. Первое – это плотное металлическое или сульфид-металлическое ядро. Вторая оболочка, покрывающая ее силикатная или окислосиликатная, то есть мантия. Третье – пониженной плотности кору алюмосиликатного состава. И четвертое – легкую газовую водородную оболочку, за исключением Меркурия. На поверхности всех 4 землян обнаружены следы тектонической деятельности. Во вторую группу планет-гигантов входят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Планеты этой группы при малой плотности вещества, примерно 0,3–1,6 грамма на сантиметр кубический, отличаются большими размерами и массой. Так, Уран превосходит Землю в 14,6 раза, а Юпитер в 318 раз. Располагаясь на значительно большем расстоянии от источника энергии, планеты-гиганты Юпитер, Нептун получают в 19,425 раз меньше солнечного тепла, нежели планеты земной группы, например, Меркурий. Самую удаленную планету Солнечной системы, Плутон, Ермолаев относит к третьей группе, поскольку за ее орбитой могут быть обнаружены новые планеты. Расчеты, приведенные в 1986 году американскими астрофизиками Уитмайером и Матисом, позволяют предположить о существовании 10-й планеты за орбитой Плутона. Они считают, что планета движется по очень вытянутой эллиптической орбите, делая полный оборот за 1000 лет. Астероиды или малые планеты образуют самостоятельный пояс между Марсом и Юпитером. Лишь немногие тела движутся по сильно вытянутым орбитам, пересекая траектории Земли и Меркурия. Например, Икар сближается с нашей планетой до 7 миллионов километров. По оценке Ермолаева, общее число астероидов в Солнечной системе достигает 50–60 тысяч, но только для 2000 определены элементы их движения. Диаметр малых планет колеблется от 1 до 1000 километров, и вся их масса составляет лишь 1/700 массы Земли. Кометы – особые небесные тела, движущиеся по сильно вытянутым эллипсам. С приближением к Солнцу у них резко обособляются голова и хвост. Головная часть состоит из льда и частиц пыли. В разряженной газово-пылевой среде хвоста обнаружены ионы натрия и углерода.
Долговременный научный интерес к кометам объясняется очень просто. Вещество комет, как и астероидов, вероятнее всего содержит первичный материал, из которого 4,5-5 миллиардов лет назад сформировалась Земля и другие планеты с их спутниками. В современном кометном каталоге, составленном американским астрономом Мерсденом, содержатся сведения о 659 кометах, появившихся в Солнечной системе за последние 2000 лет. Одна из самых известных комет – комета Галилея. Каждые 76 лет она появляется в зоне видимости Земли. Последний раз комету наблюдали в начале 1986 года с помощью нескольких межпланетных станций Вега-1 и Вега-2, это советские станции, Джота, Европейское космическое агентство, и Планета А, японская станция. Удалось установить состав тела кометы Галилея, которая насыщена ионами водорода, кислорода, углерода, железа, гидрокса и цианида ионов. При встрече с Вегами комета выбрасывала в космическое пространство около 50 тонн газа ежесекундно. Межпланетное пространство неравномерно заполнено разряженным газопылевым веществом, состоящим преимущественно из атомов водорода. Общая масса межпланетного вещества Солнечной системы ничтожно мала. Она едва достигает 3 на 10-15 степени килограмм, что составляет 2-триллионную часть массы Земли. Но, несмотря на малую плотность межпланетного вещества, в 60-х годах советскими космическими аппаратами в нескольких участках Солнечной системы были обнаружены большие скопления пылевых облаков. Линейные размеры этих сгущений составляют от 3 до 5 миллионов километров. Знакомство географа со схемой строения Солнечной системы вызвано необходимостью понимания существа тех последствий, которые возникают в границах географической оболочки. Пока в общем виде их можно сформулировать следующим образом. Первое. Получаемая Землей доза солнечной радиации зависит от расстояния нашей планеты до Солнца. Известно, что из общего количества излучаемой Солнцем радиации к Земле доходит лишь 2-миллиардная часть. Немалую роль в равномерном распределении энергии по земной поверхности играет практически круговая форма орбиты Земли. Так как ее эксцентриситет равен всего 17 тысячных, то изменение внутригодового количества энергии лежит в пределах 5%. От местоположения Земли в Солнечной системе зависит плотность вещества планеты, а с учетом их размеров еще и масса. Чем ближе планета к Солнцу, тем выше у нее средняя плотность вещества. Например, у Меркурия она составляет 5,42 грамма на кубический сантиметр, у Венеры 5,25, у Земли 5,25, а у Марса 3,97 грамма на кубический сантиметр. Теперь поговорим о космическом веществе и метеоритных формах рельефа. Известно, что часть вещества географической оболочки имеет космическую природу. При движении по орбите Земля захватывает всю встречаемую на своем пути материю. В ясное ночное небо за час наблюдения можно видеть от 5 до 10 падающих звезд. Это метеоры. Они бывают разных цветов, оранжевые, зеленые, с фиолетовыми оттенками. По спектру метеоров можно определить их химический состав и скорость полета. В настоящее время в спектрах метеоров обнаружено тысячи различных линий 19 химических элементов. Среди них установлены линии магния, кальция, натрия, железа. Число падающих звезд резко увеличивается, когда планета попадает в скопление движущихся вокруг Солнца метеорных частиц. Именно к этому сроку и приурочено выпадение метеорных дождей, получивших столь запоминающееся название персеиды, дракониды и лириды, квадратиды и так далее. Хорошо известен и хорошо изучен дождь железных метеоритов, выпавший 12 февраля 1947 года в западных отрогах Сихоте-Алиня. К 1979 году здесь было найдено 6000 экземпляров, которые вместе с обломками расколовшихся метеоритов составили массу 27 тонн. Еще один обильный каменный метеорный поток выпал на Землю в 1967-68 годах.
у села Царев Волгоградской области. На площади в поперечнике 4 километра найдено 15 образцов общей массой 800 килограмм, а метеорит, получивший наименование Царев, самый большой каменный метеорит в нашей стране и третий по величине в мире. Метеорные дожди продолжаются до тех пор, пока Земля не пересечет весь метеорный пояс. Ежедневно в сторону нашей планеты направляется до 10 миллиардов метеоров. При встрече их с атмосферой выделяется огромное количество кинетической энергии. Мелкие тела при этом разрушаются до тончайшей пыли, медленно оседающей на земную поверхность. Пылинки размером от нескольких микрон до миллиметра называются микрометеоритами. Их присутствие в границах географической оболочки распознается несколькими способами. Лавел пишет, что частицы с диаметром в несколько тысяч миллиметров собираются с крыш, из дождевой воды и на специально подготовленных листах. От обычной земной пыли их отличает особая форма и состав, делающие весьма вероятным их внеземное происхождение. Кроме того, образцы проб с дна океана содержат некоторое количество пыли с большим содержанием никеля. Метеориты по химическому составу и структуре разделяются на три большие группы: железные, каменные и железокаменные. Железные содержат в среднем 91% железа, 8,5% никеля и 0,6% кобальта. Каменные 36% кислорода, 26% железа, 18% кремния и 14% магния. Каждый год на поверхность Земли выпадает в среднем 34-40 миллионов тонн метеоритного вещества, основная часть которого состоит из микрометеоритов. Однако огромная масса космической пыли не образует сколько-нибудь заметных изменений в рельефе географической оболочки. Иные последствия вызывают крупные метеориты, пробивающие многокилометровую толщу атмосферы. При соприкосновении космического пришельца с земной корой высвобождается кинетическая энергия, расходуемая на торможение, плавление, дробление метеорита и разрушение горных пород. Ударный эффект бывает настолько силен, что по мере углубления в месте падения метеорита образуется несколько зон. Первая – зона испарения, далее зона плавления, третья – зона пластических деформаций, четвертая – тонкого дробления и пятая – грубого разрушения. К этому следует добавить, что падение крупных космических тел становится причиной возникновения на земной поверхности кратерных форм рельефа диаметром от нескольких метров до десятков километров. Долгое время господствовало мнение, что в отличие от Луны, поверхность которой буквально испещрена метеоритными кратерами, следы их на поверхности Земли малочисленны. Действительно, эти соображения имеют немалые обоснования. Во-первых, планета защищена достаточно плотной атмосферой, и летящие к ней метеориты сгорают прежде, чем достигнут ее поверхности. Во-вторых, маловероятно длительное существование метеоритных форм. Если они и могли возникать в условиях энергично протекающих на Земле эрозионных процессов выветривания, они просто не сохраняются. Космические наблюдения в сочетании с наземными методами гравиметрическими, сейсмическими, электромагнитометрическими позволили обнаружить более 100 крупных форм метеоритного происхождения. По разным регионам известные ныне метеоритные формы распределяются следующим образом. Северная Америка – 62, Евразия без Советского Союза – 31, Африка – 16, Южная Америка – 5, Советский Союз – 26. Так интересно. Метеориты больше любят Северную Америку. Ну, а Евразия на втором месте просто из-за большой площади. В истории метеоритной бомбардировки различаются два периода. Ранний, аккумуляционной длительностью около 4 миллиарда лет, и поздний, продолжающийся в настоящее время. Однако возраст большинства крупных метеоритных кратеров не превышает 500 миллионов лет на Земле. За большой срок своего существования круглые очертания ударных структур нередко претерпевают значительные изменения. Именно так произошло со структурой Садбери в Канаде, образовавшейся около
1,8 миллиарда лет от столкновения с метеоритом диаметром около 10 километров. За такой большой срок движения земной коры преобразовали ее цирковидную форму в эллипс размером 27 на 50 километров. Представьте, как долбануло. 27 на 50 километров. Это, наверное, была экологическая катастрофа. Возрастом 1,8 миллиарда лет назад. Так, ну, идем далее. Поговорим теперь о приливно-отливных явлениях. Под влиянием гравитационного взаимодействия Земли с Луной и Солнцем в географической оболочке возникают приливно-отливные явления. Наиболее отчетливы и важны по своим следствиям приливно-отливные явления в водной оболочке. В атмосфере они фиксируются полусуточным изменением давления с амплитудой колебания в тропиках в 1,2 миллибара. Установлены приливно-отливные явления и в земной коре. Максимальные величины до 51 см. Приливные волны достигают в экваториальной области. Солнечно-земные связи. Так принято называть ответные реакции географической оболочки на изменения солнечной активности. В настоящее время солнечную активность связывают с регулярным образованием в атмосфере Солнца пятен, факелов, вспышек и протуберанцев. В середине 19 века швейцарский астроном Вольф вычислил количественный показатель солнечной активности, известный во всем мире как число Вольфа. Этот индекс используется в тех случаях, когда стремятся установить число групп солнечных пятен и строение каждой из них. Обработав накопленные к середине прошлого века материалы наблюдения за солнечными пятнами, Вольф смог установить средний 11-летний цикл солнечной активности. Фактически же, интервалы времени между годами максимальных или минимальных чисел Вольфа колеблются от 7 до 17 лет. Одновременно с 11-летним циклом протекает вековой, точнее 80-90-летний цикл солнечной активности. Несогласованно накладываясь друг на друга, они вносят заметные изменения в процессы, совершающиеся в географической оболочке. Энергетической базой солнечно-земных связей выступает энергия электромагнитного и корпускулярного излучения. На пути к поверхности Земли солнечное излучение преодолевает несколько преград: межпланетную среду, нейтральную атмосферу, ионосферу и геомагнитное поле. Рисунок 6. На тесную связь многих земных явлений с солнечной активностью еще в 1936 году указывал Чижевский, писавший о том, что подавляющее большинство физико-химических процессов на Земле представляет результат воздействия космических сил. В причинную зависимость от степени напряженности солнечной активности поставлены следующие физические явления: магнитные бури, частоты полярных сияний, количество ультрафиолетовой радиации, интенсивность грозовой деятельности, температура воздуха, атмосферное давление, осадки, уровень озер, рек, грунтовых вод, соленость и ледовитость морей, ну и так далее. Велико воздействие солнечной активности на общую циркуляцию в тропосфере. Установлено, что интенсивность ее изменяется в максимумы 11-летних циклов, а вместе с ней и тип атмосферной циркуляции. Бесспорно, установленным фактом в проблеме солнечно-земных связей является углубление циклонов и усиление антициклонов в периоды солнечной активности. Мирошниченко считает, что из 50% изменчивости климата Земли под влиянием внешних воздействий около 20% приходится на солнечную активность. Но к внешним воздействиям мы можем отнести приливообразующие силы, солнечную активность, колебания земных полюсов и так далее. Мустель, Чернопрут, Мулюкова, анализируя почти столетние наблюдения распределения атмосферного давления в северном полушарии Земли на широтах от 15 до 90 градусов, уточняют особенности влияния протонов высоких энергий на тропосферные процессы. По их представлениям, при вхождении планеты в корпускулярный поток увеличивается суточная разность давления, что приводит к усилению нестабильности атмосферы.
А это несмотря на то, что величина энергии, поступающей с протонами, на несколько порядков меньше энергии характерных процессов тропосферы, например, испарения и циркуляции воздуха. А вот почему большинство исследователей солнечно-атмосферных связей считают воздействие корпускулярного излучения спусковым механизмом, приводящим в движение ту часть энергии тропосферы, которая до его внедрения остается не вовлеченной в активные атмосферные процессы. Корпускулярный поток нарушает устойчивость атмосферы в тех местах, где эта устойчивость особенно уязвима. А уж затем развитие тропосферных процессов происходит с затратой тепловой энергии самой атмосферы. Наиболее неустойчива атмосфера в северном полушарии в зимний период на границе холодных континентов и относительно теплых океанов. В Северной Атлантике это области, располагающиеся у побережья Скандинавского полуострова и на северо-востоке Северной Америки. Районы с аналогичными свойствами атмосферы на севере Тихоокеанского бассейна лежат между Азией и Северной Америкой на широтах от 50 до 60 градусов. Как показали наблюдения, именно в этих областях и отмечаются заметные отклонения в атмосферном давлении при вхождении в тропосферу корпускулярного излучения. Существующие здесь в холодный период два минимума давления – исландский у южной оконечности Гренландии и Алеутский в районе одноименных островов – одинаково реагируют углублением его в обоих депрессиях. А более того, на синаптических картах видно, как с запада на восток в сторону Исландии перемещается центр депрессии, траектория которого совпадает с линией распространения циклонов. Таким образом, становится более понятным, что солнечный корпускулярный поток, приходящий к Земле, в первую очередь усиливает циклоническую деятельность на границе материков и океанов. Проблему Солнца живое вещество географической оболочки исследует наука гелиобиология. Одним из основоположников гелиобиологии был наш соотечественник Чижевский. Согласно данным гелиобиологов, существует два типа связи между солнечной активностью и органическим миром Земли. Первый тип характеризует прямое воздействие солнечных возмущений на живые организмы. В частности, установлена достоверная связь поведения микроорганизмов с солнечной активностью. Второй тип осуществляется опосредованно через гидроклиматические условия. В настоящее время доказано, что изменение увлажнения в периоды активного и спокойного Солнца влияет на прирост древесины. Этот факт был многократно подтвержден исследованиями в разных регионах планеты. Так, например, в районах со сходным режимом атмосферной циркуляции древесно-кольцевые хронологии совпадают между собой, хотя места наблюдения отстоят на тысячи километров. С 11-летним циклом солнечной активности связано и массовое появление вредителей леса и сельскохозяйственных культур, в частности саранчи. Определена корреляция между солнечной цикличностью и сроком вегетационного периода у растений, размножением и миграцией грызунов, промысловых рыб и пушных зверей. С периодом деятельности Солнца связаны многие заболевания человека. Достижения гелиобиологии теперь успешно используются в профилактике сердечно-сосудистых, нервно-психических и вирусных заболеваний. Международной программой организованы систематические наблюдения Солнца десятками обсерваторий Европы, Азии и Америки, регистрирующих изменения, происходящие во всех слоях солнечной атмосферы. А Международная служба Солнца начала складываться во второй половине 19 столетия. Советская была организована в 1932 году. В настоящее время в работе Советской службы Солнца принимают участие 16 обсерваторий. Информация, получаемая ими, представляется всем заинтересованным организациям. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за прослушивание этого материала. Надеюсь, много чего узнали полезного. Я для себя тоже кое-что открыл, особенно гелиобиологию. Никогда не задумывался о том, что может существовать такая дисциплина. Встретимся с вами уже в следующем видео, которое будет посвящено общепланетарным факторам воздействия на географическую оболочку, так как о космосе мы поговорили. Пока!